Что ж, всем привет! Это канал Велобаза. Вот, сегодня мы хотим вам рассказать про один нестандартный заказ, который поступил к нам осенью прошлого года. Вот, значит, наш приятель Евгений обратился к нам с просьбой о помощи помочь собрать ему такие олдскульные велосипеды. Вот, ну, собственно, вот пришли к нам такие рамы. Женя когда-то в молодости, значит, в магазинах наблюдал велосипеды своей мечты. В Omnibike. Журналы? Это даже по журналу было, вот РМ9, да. Вот, ну и, в общем, в памяти это отпечаталось, ну и захотелось собрать такие велосипеды. Давай, Женя, расскажи. Ну, в двух словах, да, я все-таки какое-то время катался на байках. У меня был Specialized DM9, такой в каркол раскраски редко, тоже я собирал, катался агрессивно, скажем так. Потом ушел в работу, всякими там машинами увлекся, всякая фигня. Вот. И случайно увидел на Дерте раму в продаже. Я ее видел раньше на Omnibike, действительно стояла. И я вижу, что только рамы в продаже, можно что-то собрать толковое. И парень еще говорит, я собрался покупать. Даже не так было. Там парень, который продал ее, он продал парню, который собрался электробайк, один из первых собирать, еще причем мотор в колесо ставить. Я понял, что нужно спасти эту раму. Вот. Я звоню ему, говорю, дай мне его номер, я выкупил эту раму, там дороже. Забрал, положил, думаю, ну хорошо, там постепенно соберу. И когда был-то? Это 2012 год. Да. То есть начало проекта у нас датируется 2012 Да, годом. можно сказать, 8 лет. Чуть не 8 хватило, лет. там осенью я покупал, но сам факт. Это вот об этой раме. Да, об этой раме. Про эту раму, честно говоря, я даже не знал. Да, Я вообще- давай мы эту распакуем пока. Уберу. Да. Есть чем? Обрезать. Эту раму мы с другом еще увидели в 2003 году, когда они только вышли в журнале. Там было две вариации, RM7 и RM9. RM7, по-моему, стоил 6 там что-то тысяч долларов, а эта с RM стоила 9 тысяч долларов. И у наших родителей эти машины тогда стоили где-то 4-5 долларов. И мы тогда смотрели эти журналы и думали, что это за жесть вообще такая, как что возможно. Ну, это самые дорогие велики там были. Да, на тот момент, да, тогда была самая жесть. Вот. И мне вот настолько это отложилось в памяти, что, в принципе, сейчас этот проект уже не столько о деньгах, да, хотя ушло, конечно, немало денег. Вот, да именно чисто вот фетиш, грубо говоря. Так. Кстати, не так давно у меня друг есть. Слушай, а роллер-костер на ней стоковый или это уже отдельно Я, стоит? честно говоря, не знаю, он был, когда я купил раму. То есть у нее был еще подсидел концем, вот эта ужасная подвеска в виде амортизатора, и все. Ну и система Red Space древняя, которая чуть ли не в стоке здесь идет. Слушай, я помню, что вот этот вот роллер-костер денег стоил в Omnibike что-то больше 100 долларов. Ну, может быть, не знаю. Роллер-костер я не помню. Вот. Единственное, у меня друг катается агрессивно там в горах, в Ванкувере и так далее. И он был в музее Rocky Mountain и сказал, что там висит такая рама тоже у них. Меня это очень польстило. Огонечек на наш похож, велобазовский. Да. Да, кстати. На нашем лого. Вы про Switch позже тогда, да, или как? Давай мы свич тоже, потом начнем разбирать, какое железо. Почитаем. Давай сейчас достанем свич. Switch я, в принципе, видел, да, мне нравился вот этот дизайн полукруглый. Так, значит, RM9 ты для себя собираешь. Да. А вот этот вот замечательный велосипед, он меньше ростовки, да? Да, по меньшей ростовке подразумевается, что на нем будет ездить моя барышня. Периодически, может быть, я на нем буду выкатываться, просто там во дворе попампить, грубо говоря. Идея какая? Вообще про Switch я не думал, просто у меня был подход, когда у меня был Specialized 9, я собирал на базе Nork Six, по-моему, матовый черный такой, байк для девушки тоже, чтобы она со мной ездила. У нее были D-Max, там еще какие-то модные золотые штучки там вот. И я случайно увидел на пинкбайке в 2013 году вот эту раму. И я тогда еще не знал, как они ее доставят, это все из Канады и так далее. Доставили за 1,5 недели, чтобы вы знали, я был в шоке. Я прихожу на работу, лежит огромная коробка. Я такой, что это на столе, где-то офис. Вот. И вот он приехала. Поэтому я увидел, что раскраска похожая. В принципе, вот этот подковы, я не знаю, как ее назвать. И я понял, что Москвак надо брать. Тоже желтенький, поставим ей опять D-Max, там пусть будет другая девушка, сам факт, да? Вот. И решил собирать два байка с тех пор. И вот мы близки к завершению. То есть эта рама тоже в каком году ты ее обнаружил? Почти сразу. То есть я в 2012 году в конце купил ту раму, и, по-моему, в 2013 что-то типа зимой, поздней или ранней весной я увидел вот это в продаже. И
и она пришла уже там теплела. Ну, мне было пофиг, я понимал, что это многолетний проект. Ну, как я-то думал, что за 2 года заберу. Не тут-то было. Но вот как раз, можно сказать, с 2013 года у меня рамы. Понятно. Я помню, когда в Omnibike тогда был, мне нравились не такие злые велосипеды, там был то ли Vertex, то ли Element, я не помню, подвес. Когда ремикс пошел, по-моему, пошли элементы Vertex, нет? Не, они тоже давно были. Ну, Да, и вот я помню, что это такие красивые такие узелки были, фрезерованные. Ну да, И денег они стоили. Фрезу. Это видно, в принципе. Даже вот эти вот элементы, да, Но которые... я тоже некоторые свои проекты, вот те старые мечты я реализовал. Тогда хотел купить. Я вот таких купил, заказал, покатался и продал. Да не, ну что скрывать, я, честно говоря, забил на эти проекты, наверное, лет 5 назад. Вот, просто создалась какая-то инерция на внутреннем огне, и она по чуть-чуть, знаешь, там, от скуки открываешь eBay, бас какая-то редкая деталь новая. NOS появился. Неолсток, да. Я причем специально искал 8-го года Димакса, потому что мне катастрофически не нравятся новые надписи на нового просто Димакса. Вот. И самое смешное, что я нашел эти новые Димаксы не где-либо, а в России. Вот, да. Не А где? На руках? в Сокольниках. Там был магазин официальный Димаксов. Вот так вот заходишь, да? А что за фирма? Я не помню, ну слушай, это какой год там, типа 15, 14, 14, наверное, да. Вот. Вообще у нас с Мавиком торгует веломаркет ЦСКА. Да, тоже, да? Да, Ну, и это видишь, Сало, 8-го года. В чем ты прикол? Я хотел именно такие. и это как называется? Ювенто. Не знаю. В общем, история здесь такая, да, про каждую деталь я могу по истории рассказывать, что продавали эти новые вот, в главном магазине, и через стенку висели вот эти по цене новых. И поэтому, естественно, никто их не спешил покупать. Я пришел, начал торговаться, и говорят, у нас они уже много лет висят, никто не покупает, но владелец не хочет снижать цену. Я говорю, ребята, давайте туда-сюда. В общем, как-то там на что-то договорился, скинул. Ну, тут какой-то завышенный надо пришлось взять, но сам факт, что не пришлось там доставлять, переживать, что с ним что-то будет. Вот. И таким образом они появились. Дальше каким-то образом, я не помню, появился вот этот вот комплект SRAM X0, который с золотом, видишь здесь. И у них еще монетки, карбон золото такие сделаны. Все показывает. Монет, ну, такая комплект такой. И, в принципе, они были в доступности в те годы. Удалось заказать. Я заказал на оба велосипеда. Единственное, что разное, это длина лапки у заднего переключателя. Ну, как СГС, в общем, Это я, честно говоря, не помню. Ну, ты на Шимано переключаешь, да, я уже не помню. Но идея в том, что там одна средняя лапка, другая короткая. Вот нужно будет определиться, куда поставить, да, вот я, собственно, рассчитываю, что вы там лучше меня это понимаете. Здесь определимся. Так, давай дальше. Эти обода. Вот, эти обода — это запасной вариант. Они будут разного размера. Да, они будут разного размера, потому что то, что ты сейчас ставишь, это 26-й, Это 24-й. а вот это 24-й, да, потому что... Это у нас на RM9. Да, потому что RM9 в стойке идет задний просто чуть меньше переднего, да, на 24 дюйма, это создает огромные проблемы. Да. В те годы собирали велосипеды некоторые даунхильные так. Ну да, или там фейрайдные, чтобы где-то быстро Ну, заднее колесо прочнее было. А, да, я думал, что это быстро разогнаться. И разогнаться быстрее, и прочнее. Ну, у тебя жесткость колеса повышается, естественно. Ну, изначально идея какая была, я нашел Intense Mag наперед и назад, черные, и Крискинги, собственно, долго покупал. Вот задних как раз 24, передняя 26. Под них планировалось приобрести Крискинги, но получилось так, что я с дуру купил очень дорого задний Крискинг без... Без фланца Без фланца дискового. Это редко купил втулку для Тандемных нового байков, тандема, да. Да, вот. С полой, с цельной осью. То есть эти мы пока откладываем, мы Эти позже мы- берем. Да, единственное, когда можно переднее колесо на Крискинге собрать, и тем более я привез лишнюю покрышку на морду, вот, будет как раз, ну, посмотрим, что сравним, да, имеет смысл заморачиваться, или я все-таки на эти поставил. Но хотя бы пусть одно колесо будет, я, наверное, заберу домой. Пока я в сторону отложу. Вот, заднее колесо надо будет ждать решения по втулке Крискинговой. Да, я уже, собственно говоря, списался с заводом, и они сказали, что присылайте втулку, как бы без проблем, корпус втулки поменяем, потроха ваши оставим, там где-нибудь будет стоить. Ну, сейчас, конечно, за вирус это все почта долго будет идти, подожди. Ну да, рисковать не хочется, поэтому есть на чем собрать. Но вообще прикольно, что ответили, сказали нет. Да. Там просто старые потроха втулки тех же времен. Не вопрос, говорят, присылайте.
Так, что дальше? Так, мы хотим... Вы Нижний, уже да? пару слов сказали про трансмиссию. Беру тогда. Да, нужен колеса. Что он появляется? Трансмиссия, честно говоря, не помню. Открыто, да? Открыто. Да. Вот такая вот игрушка. Идея в том, что... Видно, да? Идея в том, что они идут вот как раз карбоновый корпус, да, я не буду сейчас открывать. Здесь как раз такой black box написано, да? И немножко позолоты. Все это сделано вместе с монетками, таким образом. И поставлялось в таких коробочках в него. Такое так называемое красное золото, если ювелирным языком выражаться. Кстати, да. Или розовое. Ну или типа того, да. Так, вот у нас два получается, да? Есть еще в коробке шимановской еще монетки. А это родная коробка от него? Это все родное, да. Ну, почему я его Не знаю почему, как-то они так выпустили. Здесь, скорее всего, тоже блэкбокс. Так, что тут за седло такое интересное? Седло от Royal Designs. Да, то есть на самом деле седло это такая история. Я все знал прекрасно, что я буду покупать. Я знал, что вот эта надпись и бренд Easton очень меня теплит душу. Я хотел поставить там рули Eastoновские, как раз такие же карбоновые там, и так далее. Но седухи я не знал. Но в стоке на RM9 ужасная седуха. Просто, ну, она может быть хорошая в плане как товар, да, но она не очень стильная, скажем так. Вот. Но Royal Design здесь помогает. Они делают очень интересные вещи, да, здесь, не знаю, достать быстро, но в общем довольно красиво. Да. Такая, получается. Да, да, да. Вот, наверное, ее поставим на свич. Потому что она больше подходит, она такая с белым, здесь больше белого. Ну и тем более, если девочка будет кататься, то пусть она будет более модной. Так, это еще один какой-то монеток, да, получается? Это как раз, да, ну, не важно. Слушай, ну у тебя получается же эта самая монетка будет только правой стоять. Не понял. Ну, у да. тебя Да. спереди не будет, ни там, ни там. Ну, не было возможности купить по отдельности их, да, не продавать такой комплект. Вот сюда, кстати, можно поставить передний переключатель. Ну, это не надо, это Наверное, в да. смысле нет. Руль Томпсон. Роль Томпсон, да, потому что, как я уже говорил, я хотел купить с Easton Monkey Like Downhill. Кто помнит старые железяки, да, наверное, вспомнит, там 25,4 был диаметр здесь. Старый, да. Да, вот, к сожалению, я не смог найти новый, я купил 3 или 4 руля в Америке, чуть-чуть БУ, как было написано. Все они меня не устроили, что они были скотскими, вот, что это не входило в план. Вот, и буквально вот в прошлом месяце я сдался и купил Томпсон руль. Ну, я считаю, что хорошая все равно покупка, потому что, во-первых, он будет перекликаться с подсиделом, да, во-вторых, он, ну, реально хороший товар. Даунхильный, да, широкий, то, что надо. И 301.8, потому что... Это будет на RM9. RM9, да. Потому что сюда я нашел новый, там не Downhill, там XC идет, и он как раз 301.8. Этот руль как раз тот, о котором я говорил, который удалось найти новым, но не помню в какой стране. Вот, но он как раз из той линейки, которую я хотел поставить везде. Да, здесь, да, вариант, потому что он карбоновый, как раз вот это вот долгожданный, ну не наклеечка, да, здесь нанесено, не суть, так же, как везде. Вот эта сидушка была куплена плюс-минус случайно, она выезжает. Ага, вот так вот. То есть, Царская упаковка. упаковка царская, да, здесь даже есть специальная вот такая штучка, что-то значит. Ну, это, видимо, значит, что оригинальный серии Италии. Суть в чем? Это был какой-то гонщик Марко Пантани, да, и в честь него выпустили вот эту сидушку. Она уже стоила что-то немало, и недавно я посмотрел на eBay и увидел ее за 50 тысяч рублей. Я на самом деле после этого подумал, нужно ли ее ставить, может ее продать нафиг, потому что я Это не... коллекционная вещь. Я, честно говоря, да, не являюсь Ты видишь, таким- как сюда запаковывали? Да, видишь, с какими штуками, да. Просто я, честно говоря, осознаю, что в данный конкретный момент я не являюсь таким вот ценителем этой вещи, как, ну, может быть, кому-то она нужнее. Вот. Ее Поэтому можешь перевыставить. на я, продажу. да, честно говоря, подумал об этом, может, мы ее там поставим пока что просто пусть стоит немножко, да, но идея в том, что я нашел вот такую сидушку, минимум БУ в Германии, вот. Может быть, мы пока вот так перебьемся, одинаково будет седло. Так, самое время рассказать про вилочки. Да, наверное, с большой начнем. Давай. Вот. Почему с большой? Потому что в нее вложена мысль следующего характера. Я знаю, что в стоке идет на RM9 шивер. Он мне категорически не нравится внешне, есть вопросы к истории торсионной, да, но в принципе 5-го года черно-красный сюда бы подошел хорошо. Проблема, ну, не сюда, вернее, на RM9. Вот. Но единственная проблема, что его не было возможности найти в хорошем состоянии.
А восьмерки, я не помню, как я нашел, они просто новые. Вот. Просто новые восьмерки продавались в 2013 году, но они 5-го года. Вилка 5-го года, да? Да, я когда-то катался на такой вилке, и друг мой, который меня с вами познакомил, Михаил, вот, он тоже катался на такой вилке, мы ее очень любили, она нас спасала неоднократно, когда мы там перелетали приземление, вот, и они остались очень хорошие впечатления. И, в принципе, по своей там текстуре, да, что здесь матовая, здесь глянцевая, она очень подходит к раме, это очень прикольно. Вот, даже был такой интересный момент, что у меня на самом деле, по-моему, один из ободов не Intense, а что там второе было, Sun Ringles, короче. Ну, это одна, в принципе, контора, да, но идея в том, что одно колесо глянцевое, по-моему, заднее, а переднее матовое. Вот, то есть так не видно, но если приглядеться, видно. При этом сзади Trust Link глянцевый, черный, а эта фигня матовая. Вот, то есть до таких мелочей уже... перекликаться. Да, то есть до Глянец с матовым. до таких мелочей. Матовый Да, то есть там, где крутится колесо, какая часть там велосипеда, грубо говоря, она соответствует вот с точки зрения даже нанесения покрытия. До такой степени заморачивался, да. А вынос у тебя не будет такой direct mount, да? Да, причем вынос у них изначально шел немножко стрёмненький, вот такой, да, пальцами, а потом вышел в 7-м году с эмблемой. Вот. Удалось найти новый, тяжело, честно говоря, было найти его, там году уже в 15-м я его искал, но случайно как раз вот то, о чем я рассказывал. Прошло там пару лет, я случайно увидел его на eBay и приобрел. Вот. Соответственно, не буду скрывать, когда я привозил железяки, я иногда открывал, думаю, это что такое? И думал, так, мне же надо еще с выносом что-то решить. И я бац, открываю, а там лежит новый вынос для 7-го года. Я такой, что? Я когда-то его купил, класс. Вот, в этом плане, конечно, да, прикольно. Шикарно выглядит. Да, соответственно... Надо будет передохнуть. Да, надо будет понять, что с ним, потому что она лежала, стояла вертикально, горизонтально, всячески, да, поэтому, может быть, имеет смысл там что-то внутри сделать, но сам факт, что... Разобрать, слить старые жидкости, посмотреть состояние резинок. И Резинки просто, если в худшем случае придется где-то резинки купить, да? Вот. Но я думаю, что это не такая большая проблема будет. Я думаю, что и у нас что-то есть. Что касается, да, вот этой вилочки, здесь меньше души вложено. На самом деле я купил изначально, я думаю, предсказуемо 66, такую же, как там. Вот. Но она была бушная, у нее были какие-то коцки, мне это не понравилось. И, в принципе, я примерил вилку, я понял, что она будет массивная. Вот. Поэтому пришла идея поставить Fox с воздушными элементами, для того, чтобы это было полегче, да, учитывая, что иногда будет девушка кататься. Вот. И было разные там идеи, как это, ну, грубо говоря, немножко кастомизировать под себя. Я искал, чтобы были желтые какие-то наклейки, да, вот удалось найти, чтобы было 20-й ось, потому что сейчас и 15 делают. И интересный момент, что Switch, это редкая игрушка, да, но именно вот такая, потому что у нее 1,5 дюйма рулевая. Вот. И я нашел, как они называются, крискинговский, да, рулевую, да, которая как раз подразумевает, что ты можешь поставить taper wall вилку, да, снизу у тебя будет большая плямба, да, а сверху у тебя будет просто переходник с большой на мелкую, грубо говоря, внутри самой рулевой. Такую мы рулевую как раз нашли, не с первого раза, был какой-то геморрой ее достать, но ребята помогли. Вот. Надеюсь, это та, потому что я ее не видел. Вот. Она пришла, лежит дома в Нью-Йорке, да, соответственно, это пока еще сюрприз будет. Вот, собственно, такая вилочка, я надеюсь, что она подойдет под концепцию. Вот. В идеале хотелось бы поставить сюда воздушный амортизатор, да, посмотрим, получится это или нет, и тогда они будут, ну, фоксовые, да, то есть будут перекликаться. Там будет плюшевый морзочек, грубо говоря, а здесь будет немножко такой более сбитый и облегченный вкус. Это подсидел, который я бы сам купил, на самом деле, вот, но повезло, что человек там не очень, я схож с вкусом человека, который собирал RM9, но то, что он оставил, мне, в принципе, подходит, потому что он оставил такой Thompson Masterpiece, это довольно редкий и дорогостоящий подсидел. Так, а вот этот шел тоже с рамой из Канады, тоже с любовью, но это не точно. Ну, такой индивидуальный посидел, не знаю, может быть, поменяю его тоже на Easton под руль, да, но пока мне нравится. Rocky Mountain, Components, редкая игрушка, не видел. А какой диаметр? Ну вот мы мерили, получилось 26,8, судя по всему. Вот. Я уже нашел, на самом деле, и А50 Easton, и даже нашел Easton Vice, оказывается, появился, посидел. Они причем в Гонконге, вот, но из Гонконга хорошо доставляется, я знаю. Поэтому, в принципе... Смотри, на раму можно даже это сам поставить, Дроппер Stealth. Даже ничего резать не придется. Ну, там вот есть дырка, подводка сюда краса идет, если дроппер ставить, регулируем 64, да?
Не, ну, честно говоря, не хотелось бы загружать новинками эти велосипеды. Они, ну, Ну, я понял, да. да. Это у нас из последнего, я сам это не видел еще. Это карбоновый успокоитель МРП. Кстати, родник-то есть? Родник. Отлично. Только нету одного такого болтика. Ну, болтики вы берете, не Всё. проблема. Я долго не был в этой среде, много чего поменялось, стандарты и всего прочего. Да? Мне интересно, сейчас появились звезды Narrow White, и имеет ли смысл вообще успокоитель ставить? Да? То есть, может быть, как-то обыграть эту историю, например, поставить... Тебе смотри, если ты хочешь ставить на Ровай звезду, у тебя переключатель должен быть, грубо говоря, современный, Задний. с муфтой. Задний. Позиционный, да. Ну тогда... То есть, грубо говоря, успокоитель, частично его функционал переехал в переключатель. не понял. У Ну, тебя тогда- же эти X0 там, да? Да. Эти скоростные. Да. А они не предназначены под такие. Тебе Вот нужны. такие, да? Да, тебе нужны будут такие. Ну, тогда не паримся, у нас успокоители есть, на РМ9 стоит Рукс, вы там лучше меня знаете, что он тоже какую-то там в себе несет ценность, да, пусть он останется, тогда на мелкую мы поставим карбоновый МРП, потому что карбон, по идее, должен быть легче. Ну вот, собственно, такая идея. Вот, единственное, что у нас там система, да, я очень переживаю за каретку, подойдет ли X-тайповая каретка вот сюда. На RM9 подразумевается, что мы поставим, наверное, все равно RaceFace Diablos, нужно будет только найти. К счастью, уже там есть хорошая система RaceFace. Ты под этот цвет монтировал, да? Я ему сказал, что какого цвета хотелось бы плюс-минус получить, да, вот, но в целом не принципиально, сказал, что золотистый, да, потому что будет перекликаться с всей этой историей. Вот, но здесь тоже, ну, идея какая, фетиш элементы, да, там, не знаю, тормоза, переключатели, они идут здесь в формате карбон-золота. То есть МРП будет как раз башлинг будет карбоновый, эта штука будет золотая. И еще педали я купил, крэнки 50-е. А монтировку ты еще отдаешь? Монтировки сейчас пластины этих крэнков, А. потому что крэнки они серебристые, вот, и нужно будет как раз сделать так. Ну да, такую, собственно, система RaceFace Atlas, она пойдет на Switch. Так, это что такое? Это как раз, да, два комплекта педалей, не буду два доставать, вот один. Тоже знаменитые в свое время педальки. Кстати, здесь еще есть пластинки запасные. Сейчас мы достанем. Есть в таком цвете у меня в базе идет черно-серебристая. Да? Здесь мы, соответственно, сейчас происходит процесс анодировки или анодирования алюминия пластинок вот этих в золотистый цвет, чтобы они больше подходили. Два комплекта. Один комплект вот такой, а второй ты унес, да? Второй, кстати, довольно интересные там педали. Я случайно их прикупил. Да, они... Да, вот так. Да. Немножко разобралась коробка. Но они вот в таком цвете, довольно редком. Да, Зелёный. интересный. Да, соответственно, наверное, вот эти панели, ну, наверное, уже точно я их сохраню. То есть я не буду их анодировать в другой цвет, пусть останутся. Вот. Ну, в общем, да, два комплекта таких педалей, они мне очень понравились в свое время, когда на них ездил, и решил, что этим велосипедом они вполне себе тоже подойдут. Мне нравится, что здесь можно выставить длину шипов, да, я собираюсь выставить чуть меньше длину шипов на мелкий байк, чуть больше на большой байк. Ну, соответственно, со стилем езды. Так, это у Так, нас это тоже куплено буквально недавно, когда я решил, что мне скучно дома, карантин, вся фигня, надеюсь, никто не болеет. И я думаю... я случайно наткнулся на вот эти вот прикольные втулки Микпруф, о которых я знал, но я делал попытку их найти для того, чтобы, я уже сказал, был запасной комплект колес, да, желтый, но не удалось. Я нашел в Сокольниках одну втулку, по-моему, заднюю, или переднюю, не помню, вот, и второй не было, они сказали, забудь вообще, никогда не увидишь. И случайно я увидел новые в Симферополе, продавались, да, я там Авито доставкой заказал, все это пришло довольно быстро. И вот они здесь, собственно, тут разные варианты под разные оси, то есть это генератор, да, он подразумевает, что можно там 9-ку поставить, 20-ку, 15-ку и так далее. Это мы Вот. будем собирать. Это сейчас стал мой основной комплект, потому что из-за Крис Кинга мы решили, что На маленьком желтые- будем собирать. на большом, да. То есть мы сейчас соберем на желтых потому что ободах. на Димаксе, да, тут, да. Димакс, тут все закрыт вопрос, да, он сюда встает болтон и все, и там покрышки напялили, и здорово. Вот. С большим велосипедом будем решать вопрос, да, соберем на... Спицы какие будем брать? Какие сейчас современные? Мое детство DT Swiss считались эталоном, да, сейчас там какие скажете? Попрочнее. Черный 2.0. Точно попрочнее, потому Тянучий, что всего. сильно большой. Да, да.
Вот, это, собственно, у нас завершился элемент с колесами. Ну, покрышки не вижу смысла, я взял просто хайроллер и не стал заморачиваться. Сзади 24 можно найти, наверное, только хайроллер, и то не так просто. Пришлось поставить 2.5, 2.7 была возможность купить, потому что в стоке они 2.7 шли на RM9, но я не помню, что я не успел. Какая-то страна мне отказалась везти в Россию. Потом я не успел купить, и в итоге все, что мне удалось, это 24 на 2.5 и 26 на 2.5, вот я сегодня буквально покрышки привез. Так, я у тебя тут по пакетам шарюсь. Да, правильно. Это как раз ротор, пока мы взяли один, потому что не очень понятно по переходникам, какие будут размеры. Я думаю, что мы поставим сюда 203-183. На большой я хотел бы поставить 225-205, но будем смотреть, по что хардкору. получится. По хардкору, да. Вот. Так, вот этот вынос, да, это второй из 3 купленных. Первый я купил новым, нашел, но он был на полторашку диаметр штока. И я думал, что, может быть, я ради выноса куплю Шерман, монитор и так далее. Но потом я протрезвел и понял, что это очень глупо. Шерман есть здесь еще. Ну, отлично, я вам тогда дам вынос. Короче, я попросил ребят, да, найти этот вынос, они сказали, забей вообще. Вот. И также, опять же, я сидел там что-то вечером пил пиво и заметил, что продается такой вынос, написано, что почти новый, он действительно в хорошем состоянии, потому что эти наклейки легко портятся. Но вот здесь вот такая вот коцка, что меня, конечно же, расстроило. И не далее, чем там 3 недели назад, я увидел точно такой же, последний, как раз случайно нашли в Америке, продали, мне, к счастью, продали новый такой. Вот. Поэтому он сейчас катается из-за коронавируса где-то там по штатам уже там 3-ю неделю, но они утверждают, что это все отправят. Я не перестал кататься, он в Нью-Йорке осел. Я думаю, что он ждет просто керриера, чтобы донести. Это что, Грипса? Да. Это Стив Питти, да, или как они там, Lizard Skins Питти. Просто из моей прошлой жизни. Я помню, что я с них ездил, я их себе поставил с удовольствием на RM9. А вот эти я присмотрел еще давно, на самом деле. Просто не хотел их покупать, пока все не соберется. Вот, очень такая интересная модель, для девушки будет очень хорошо. Это Crank Brothers, тоже с золотистым таким цветом, да, они немножко неопреновые, я думаю, будет приятно ездить девушке. Неопреновые грипсы хорошие, они как-то незаслуженно мало обделены вниманием, но мне очень нравится неопреновые грипсы. Да, я думаю, что она тоже будет довольна. Так, ну вот это вот, собственно, основная игрушка, которую случайно удалось приобрести. Я о них слышал, да, но вот я уже не помню где, честно говоря. Где-то в России, причем я их нашел у кого-то. Удалось приобрести такую вещь, как Brembo. То есть это редкие тормоза на велосипед. Уточню. Какой год-то вообще? Это хороший вопрос, какой год. Но это что-то типа тех лет тоже. Типа там 6-й, что ли. Я смотрел, искал возможность там найти какие-то запасные части для этого, да, вот. И переписки были типа там с 6-го года начинают. Что вот есть тормоза. Они всего двухпоршневые, но они очень мощные, считаются. Ну, типа там крайне шестерки, да. Ну, шестерки хопов я имею в виду. Сейчас здесь нет ручек, они тоже находятся в данный момент на надировке. И также мне сделали крышки вот эти новые. Они тебе тоже их изготовили просто? готовили, да? Причем такие же. Ну, я просто автоспортом занимаюсь, и мне там по моим вещам тоже делали сложные заказы, и я им привез, говорю, Brembo, ваши делайте. Они очень плохо анодировали эту историю, но меня предупредили, что анодировка ручек будет плохой. И дальше я сказал, вот это тоже санодируйте. И они не справлялись, я просто забрал у них. Вот. Забрал, смотрю, а тут другие крышки. Оказывается, они просто сделали, там, у них какой-то ЧПУ модный. Ну, вот, они сделали прям идеально. Там внутри же тоже какая-то рисунок, формочка, да. Ну, прям я не понимаю, как они так ее срисовали. Но вот парень, которому я давал на анодировку, он сказал, они просто сканером сочетали, сделали 3D-модель и повторили. Ничего такого криминального будет. И мы, соответственно, взяли в прошлом году, по-моему, просто потому что надо было что-то взять, я взял М4, М4, да. Ну, классика, на самом деле, да, здесь говорить нечего. Ручки хорошие, еще старые вот эти вот. Да. Ну, в принципе, я нашел, где купить всякие новые детали, но здесь просто в идеале. Поэтому, на самом деле, респект ребятам, да, в каком состоянии сохранили. Даже прям, ну, можно подумать, что просто с велосипеда какого-то нового поставил. В общем, идея следующая. Основной комплект колес, вы помните, он довольно брутальный. Это интенсы на Крис Кингах. Это модно, молодежно, но
комплект желтых колес я не смог найти другой, кроме как Xenium. Для меня Xenium звучит как примерно Hyundai Solaris. Вот, я не знаю, может быть, я сейчас по современным меркам звучу ужасно, как бы неправильно, да, вот, но на тот момент я понимал, что Xenium это то, что, ну, пойдет в крайнем случае, если там что-то не получится. Вот. И сейчас я на самом деле проще к этому отношусь, и действительно там посмотрел, как будет хорошо выглядеть желтые колеса, и захотел тоже себе желтые колеса. Думаю, ладно, соберем на них, поскольку, ну, фишка ложится, да, они в пруф пришли, обода у меня уже давно лежат, я думаю, здорово. И я просто-напросто приобрел, я надеюсь, это то, что о чем я так долго рассказываю, может быть, это и не так. Отлично, это то, что я хотел. Это как раз, да, это наклейки D-Max, это, конечно, ну, я вынужден признать, что это колхоз, да, что прикол в том, что я могу себе позволить вторые D-Max, да, вот. Проблема в том, что заднее колесо должно быть 24 дюйма, ну, радиуса. Вот, поэтому мне приходится делать вот такое возвращение. Я беру желтые другие колеса, которые позволяют мне разные радиусы, и просто наклею на них вот эти надписи, наклейки, все. Вот, собственно, и то, что я... Красиво. Да, ну, чтобы оно просто символичнее в движении выглядело. Хоть я, как уже сказал, я не фанат вот этого нового стиля, да, но тем не менее. За неимением лучшего сохранить небольшой такой стилек. Вроде все мы обсудили, у нас осталось, наверное, 3 ротора, они будут такие же, как тот, да, просто мы нужно определиться с размерами, что мы сможем поставить, имея текущие переходники или которые есть в наличии. Спицы подберем. Спицы мы посчитаем. И рубашки остались, или они есть, рубашки идут, нет? Ну, короче, рубашки, я думаю, тоже не самая большая. Не проблема. Я не верю, что когда-то настанет этот день, вот, что я буду говорить о рубашках, эти велосипеды, вот. Но это произошло. Мне вот это очень нравится штука, как сделана. Да, я тоже Без посмотрел. рубашек прям Да. классно, Такие аккуратненько. годы, да. Так, а вот еще вот это уже. А это старая рулевая. Это старая рулевая Фусаки. А, это то, что Вот. мы выделили. Да. Просто у меня тоже принципиальная позиция, что рулевые должны быть Крис-Кинг. К счастью, сходу была там Крис-Кинговая рулевая. Здесь пришлось озадачиться. Случайно тоже тогда я нашел эту бумажку, думал, что это такое. Написано Submiller, это компания, которая сейчас уже не существует. Причем человек, который жил в Англии, меня заказал где-то, видимо, в Англии купил. Walking Sur, да, точно, это провинция в Англии. Приобрел вот такой вот вынос новый, как раз следующего поколения, 7-го года. С уже такой милой надписью, буквой М. Да. Любимый Гошин логотип от Морозовича. Да, крутой. По стилю, как помнишь, Рестлмания была в свое время. Такие же буквы острые эти края. Ну, металлика, опять же. Металлика, да, похоже. Вот, собственно, я думаю, надеюсь, вам будет приятно это собрать. Ну да, это будет интересно собрать такие велосипеды замечательные. Вот, единственное, что надо понять, что, конечно, это все старое барахло, да, здесь может что-то потребовать дополнительных каких-то работ. Надо амортизаторы смотреть внимательно. Амортизаторы меня меньше пугают, потому что я понимаю, что можно просто купить новый, вот. А я больше парюсь, что если какие-то подшипнички, еще что-то, да, если там начнется Да, подшип. надо будет искать тогда, ну, что-то новое сюда. Просто я в этом вообще не разбираюсь, я... Смотри, я Жень, переживаю, что этого нет. в процессе сборки мы каждый узел будем, естественно, проверять. Мгм. Вот, соответственно, если что-то будут какие-то возникать нюансы, мы их, о них будем тебе сообщать. Вот. Я не думаю, что будут какие-то там серьезные проблемы. Так железо все выглядит достойно, в хорошем состоянии, в отличном, я бы сказал, состоянии. Вот, поэтому подшипники проверим, все узлы проверим. Техобслуживание вилок мы сделаем, амортизаторы тоже посмотрим. Вот. Мне кажется, что проблем не будет. Серьезно. Да. Так что, ну, это первая часть блога об этих двух велосипедах. В следующих частях мы уже, видимо, приступим к сборке, ну и расскажем вам про эти два интересных проекта. Так что до встречи в новых видео.